Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня к нам в гости в студию заглянул Александр Фролов. И я думаю, что мы за пределами формата передачи «Геоэнергетика Лайф» поговорим опять же про углеводороды. В начале текущего года Байден и его чудесная команда сказали четко, внятно: мы запрещаем, мы приостанавливаем выдачу разрешений на новые СПГ проекты до формирования новой системы оценки их экологического воздействия. На окружающую среду. Экологического. Так вот, это вот то, что было сказано. Как это восприняли? Все. Штаты останавливают поставки СПГ. Потом выдохнули эти люди, сказали: нет, не всего СПГ, нет, то, что работает, будет работать, но новых заводов не будет. Потом люди все-таки дошли, почитали, те, кто им попытался объяснить суть вещей, и выяснилось, что куча проектов сейчас уже разрешена, куча проектов строится, в ближайшие годы вводятся в эксплуатацию, какие-то проекты получили разрешение, они тоже могут быть реализованы. Правда? И Министерство энергетики США, на самом деле, вот под волной этих слухов давало объяснение, что те проекты, по которым окончательное инвестиционное решение принято, стройтесь спокойно. Ни о чем не волнуйтесь, все в порядке. Там был один проект, который мурыжит уже, наверное, года с 2016-го. Они получали разрешение. Потом продлевали это разрешение. Им вот надо было в этом году получить продление разрешения. И тут Байден говорит: стоп. Вот они очень испугались. Правда, у них и денег нету, у них не было контрактов, но, понимаете, зато они вот с этим проектом, который получил разрешение и поэтому попал в статистику, был в статистике проектов в области СПГ, которые точно будут реализованы в Соединенных Штатах Америки. Вот прям абсолютно точно. То, что какие-то проекты куда-то переносят, то, что какие-то проекты не то чтобы отменяют, но подзамораживают. Нет, что вы, в Штатах такого не бывает. Бывает. Если мы посмотрим на текущую максимальную оценку того, что может начать производиться на территории Штатов, то это будет чуть более дополнительных 100 миллиардов кубических метров. Сейчас порядка 125 миллиардов кубов там производят. Это пик производства и то, что они могут вообще поставить на зарубежные рынки. В ближайшие годы этот показатель может увеличиться на 100 с небольшим миллиардов кубических метров. Это значительная величина, безусловно. Я в свое время пересчитывал все заявленные, там больше 200, но вот судьба некоторых... Как раз к вопросу об этих заявленных. То есть не все проекты, которые заявлены, будут реализованы. Не все проекты, которые заявлены и по ним выданы разрешения, которые объявили, что в такой-то срок они точно будут введены в эксплуатацию, не обязательно будут введены в эксплуатацию в этот срок. То есть поговорка «обещать не значит жениться» универсальная, произносится одинаково на любом языке мира. И, по сути, представитель Катара в одном из интервью, министр энергетики, он же глава Катаргаза, на вопрос про «а не боитесь, что-то в стиле, не боитесь ли вы конкуренции с Соединенными Штатами», он, как это у нас подали, сказал: пусть они 300 у нас подали, 300-500 миллионов тонн начнут производить, мы сможем конкурировать. В действительности он очень витиевато, но сказал фразу примерно следующую: я, сомневаюсь, что они смогут произвести, пусть они говорят, что смогут произвести 300-500 миллионов тонн, мы как-нибудь справимся, потому что там потому что там мощности строит частный бизнес, который заинтересован в получении прибыли. То есть не каждый, кто сказал: да-да, мы построим, что-то построит. Не каждый миллион тонн, который анонсирован, будет в итоге превращен в реальный объем, в реальные кубические метры газа, которые куда-то повезут. Или в миллионы тонн этого самого газа. В отличие от катарского проекта, там, по-моему, уже по всем будущим объемам долгосрочные контракты подписаны. Катар уверен в себе, Катар знает, куда двигаться, Катар не отказывается ни от нефтяной привязки в формуле цены, ни от долгосрочности контрактов, он не играется в европейские ценности загадочные, работает себе и работает. То есть, когда мы видим заявление в стиле Трамп приде и все такое прочее, что раз Трамп пришел, то еще как все заработает.
то, мне кажется, люди, которые это говорят, они немножко игнорируют некоторую историю, которая уже есть у Трампа президента. Вдруг кто не знает. Трамп был президентом в 17, 18, 19 и 20 годах. Прям вот президентом не прикопаешься. Но поставки СПГ в Штатах из Штатов начались в 2016 году. Проекты, которые вводились при Трампе, получили разрешение, начали строиться, получили финансирование еще при Обаме. То есть тогда еще мамонты живы были? Тогда еще, да, мамонты бегали по нашей планете, и ледник лежал в районе Чехии. Поэтому Европе нужен был газ. Ох, времена были. Страшные, жуткие времена. Так вот выйдешь из пещеры, мамонта убьешь, вентиль откроешь, газ в банку нальешь, потому что он же сжиженный. Конечно, он сжиженный. Так холодно. Газ сжиженный, в Европе холодно. Все логично. Так вот, ладно, минутка термометрического юмора, возвращаемся. В общем, то есть при Трампе, конечно, мощности вводились и бились рекорды, но только потому, что до Трампа были вложены деньги в то, чтобы эти проекты заработали. До Трампа, заметно до Трампа, при очень зеленом Обаме в плане его идеологического настроя. Трамп ничего не сделал для того, чтобы быстрее развивалась эта отрасль. И сейчас люди, которые думают, что Трамп придет, кулаком стукнет: везите СПГ, стройте заводы. Нет, везите СПГ, уже везем, надо больше СПГ, но нужны заводы, стройте заводы. Все такие: о, великий Трамп, как бы мы бы без тебя не догадались. И как начнут строить эти заводы. Заводы сейчас строятся и вводятся в эксплуатацию, которые не просто получили разрешение, а некоторые получили разрешение при Обаме, некоторые при Трампе, некоторые при Байдене. И будут сейчас вводиться в эксплуатацию. Заметьте, независимо от фамилии президента. И мне кажется, что вот эти мысли: придет Трамп и сразу увеличится объемы СПГ, они исходят из тех, кто слишком много времени проводит за компьютерными играми. Это там кнопочкой кликнул, и у тебя завод. А в реальной жизни его строительство, обеспечение газопроводом, чтобы сырье подавать, занимает достаточно большие промежутки времени. И смена президентов во время строительства всего этого, она как-то ни на что не влияет. Люди работают и работают. Я, кстати, замечу, что это какая-то очень простая, на смартфоне, видимо, игра. Если это серьезная стратегия, там наоборот надо накопить ресурсы, нет, получить у нас разрешение. Игры простенькие, классы сразу зовут. А надо что-то серьезное. Ребята, откройте, поиграйте, например, не знаю, хотя бы в цивилизацию, а лучше в какой-нибудь градостроительный симулятор. Растите над собой. Не знаю, Совет Репаблик откройте, попробуйте там городочек настроить. И сразу поймете, что у Трампа шансов нет. И тогда, может быть, комментарии станут менее паническими, потому что это мышкой захватил горку золота, перетащил раз завод. Так не бывает. Кстати, самое интересное, инвестиционный цикл у нас получается 5-6 лет. 5 это прям, если прям все хорошо. То есть ты должен провести консультации с потенциальным покупателем своего газа. Ты должен в американском случае это заключение договора, не поговорить, а принести документы. Нет, сначала вы должны поговорить, потом вы должны, это я прям про весь цикл, поговорили, заключили контракт, если это быстро произошло, прекрасно, если нет, повторить надо, потом бежите в банк, получаете финансирование, проект, ТЭО, все это где-то здесь, в этих временных рамках. Разрешение на строительство, разрешение на экспорт, там масса всего. Заказываете оборудование, проходит лет 6. И вы седой, довольный, начинаете перерезать ленточку, а сил уже на перерезание ленточки нету. И вам кто-нибудь из молодых, так сказать, коллег помогает. Ленточку перерезали, СПГ пошел. Обычно бодрости придают слова какого-нибудь из банкиров, который все это финансировал, потому что вы перерезаете, а у вас 10 лет осталось, чтобы с нами рассчитаться. Мама родные, побежали. Нет, если серьезно, то тут могут понять так, что они прям вынуждены будут вести СПГ. Нет, там все гораздо интереснее. Для американского бизнеса, находящегося на территории штатов, СПГ бизнеса, газ вообще можно никуда не везти. За очень редким исключением типа Ченнери, маркетинг, каких-то таких компаний, которые особой роли не играют, в основном ситуация выглядит так. Приходит какая-нибудь азиатская или европейская компания, заключает контракт, который включает в себя пункт «сжижай или плати». Притом в обоих случаях ты платишь.
Сжижаешь, платишь. Не сжижаешь, платишь. Там если с буквенной точностью сжижай и черточка или плати. Вот у тебя есть право выбора. Сжижать? Сжижать и платить. Или не сжижать и платить. То есть это гарантия возврата вложенных средств для владельца завода. Он заключает с тобой контракт следующим образом. Ты берешь у него газ, ты оплачиваешь сжижение. Из этих средств деньги идут не только на зарплаты и электроэнергию, воду и прочее, но и возвращается банку некая часть этих средств. Плюс дополнительный сервис. Вы произвели СПГ, если вы не смогли поставить вовремя танкер, можете хранить в наших емкостях, платите отдельно. Вот. И так далее, и так далее. То есть это ситуация, когда заводу в принципе все равно. Берут у него газ, не берут у него газ. Завод вообще не заинтересован. Более того, заводу даже лучше, если у него газ не берут, а просто платят за сжижение. Как бы абонентскую плату вносят. Я несколько утрирую, но абонентскую плату. Это вот самое максимально понятное, наверное, что в данной ситуации можно сказать. Ну, в стародавние времена все это называлось толлинговой схемой. Ну, нет, до сих пор называется. Либо по ФОБу они продают, то есть завод может сам с вами договориться, значит, идти газочек брать на внутреннем рынке, оплачивать транспортировку, сжижать и вам, значит, грузить в ваш танкер. После этого все. Завод этим газом не владеет, вы владеете. Везите куда хотите. Либо толлинговая схема, когда вы просто оплачиваете сжижение, сами пошли на рынок, сами купили газ, доставили его до завода, завод сжижил, залил, владей, вези. Вот так. И принципиальное отличие от Катара, Катар всегда требует в контрактах конечную точку доставки на своих танкерах привозит. В случае, если вы работаете на территории США, вам загрузили танкер, вы отошли на 20 миль, слили его в океан, никому никакого дела нет. Слили в океан, он испарятся. Не важно совершенно. Твой газ... Леш такой, да давай, а он... Твой газ делай, что хочешь. Тебя оштрафуют. Кстати, но заводу все равно. Ну, заводу все равно да. делай, что хочешь. То есть, в случае Катара такого нет, это возникло еще в 11-12 годах, после того, как случилась авария на Фукусиме. Япония внезапно стала крупным покупателем, и вот тогда Катар в обязательном порядке ввел это требование. Он не был заинтересован в том, чтобы продать свой СПГ каким-нибудь европейским посредникам, которые отвезут СПГ в Японию и поломают еще и игру самому Катару. То есть у Катара в контрактах всегда, вот мой газ я для тебя сделал, погрузил на свой танкер, говори, куда сливать. Никаких других вариантов. В Штатах этого обязательства нет, и это привлекает на самом деле тех, кто идет играть на американский рынок. Поэтому в покупателях на этих заводах мы можем обнаружить крупнейшие европейские газовые компании и национальные компании стран Юго-Восточной Азии. Есть проекты, где, собственно говоря, все время работы оборудования по сжижению газа, грубо говоря, арендовано индийскими компаниями, южнокорейскими, то есть завод как бы американский, но работает на совершенно конкретных заказчиков, ни шага в сторону, все уходит туда. А заводу-то почему будет выгоднее, если вообще ничего не сжижать? Электричество не тратишь. Амортизация оборудования не нулевая. Людей отпустил по домам. Красота. Свет выключил, амбарный замок повесил, деньги на счет приходят. Замечательно, просто идеально. Банки просто счастливы, никто ничего не делает, а деньги возвращают. Деньги этим дал, какие-то дурачки начинают тебе просто перечислять. Фантастика. Смех смехом, но однажды такое было в середине 2020 года, когда газ в Европе подешевел настолько, что европейские покупатели этого самого газа, покупатели этого газа говорили: ребят, мы вам просто заплатим и ничего не возьмем и никуда не повезем, потому что если мы вам заплатим за сжижение, возьмем этот газ, куда-то его повезем и здесь продадим, мы больше денег потеряем, чем если вам отдадим вот эти денежки и про них забудем. Вот это к вопросу о том, что обязательно газ будет дешевым. Он же подешевеет. Или нет? Или у нас другая теперь парадигма, что этот газ очень дорогой. Просто в начале, когда американские СПГ презентовали широкой общественности, у нас, говорили: все, американский СПГ сейчас придет в Европу, а он ультра дешевый. Он будет в 10 раз дешевле, чем газпромовский. И все? Или в 12, где-то так. 7-8, как в известном анекдоте. Вот. И все, конкурентная борьба прям сразу кончится. Там была, правда, небольшая репетиция ценовой войны, которая показала, что
прям не ценовая война, а, знаете, такая маленькая репетиция ценовой войны, которая показала, что новые проекты, которые только что вводятся, они как-то при той системе ценообразования не могут похвастаться слишком дешевым ресурсом, который за их счет можно вот куда-то доставить и продать. А с учетом ценообразования в Европе это вообще звучало абсурдно. Но не в этом даже дело. Мы сейчас имеем, по сути, подтвержденные объемы на 25-28 годы порядка 150 миллиардов кубов. Это много. Это объемы в регазифицированном, это объемы СПГ в регазифицированном виде, которые будут выведены на рынок из разных источников, в первую очередь из США и Катара. Но не все объемы, не все мощности, которые будут введены в Штатах, будут равны объемам, которые повезут на зарубежные рынки. То есть мощность завода и объем, который там производится, это обычно разные величины. А то у нас обычно считают, завод мощностью 20 миллионов тонн будет производить 20 миллионов тонн. Не обязательно. Совсем не обязательно. Если речь не о Катаре. В Катаре долгосрочные контракты, все аккуратно расписано. В Штатах немножко иначе. В Штатах иначе, да. То есть вы берете этот газ, вы можете везти его куда угодно. И что самое интересное, вы везете его не просто куда угодно, не куда вам Трамп или Байден приказали, а вы везете туда, где больше платят. Ну или где можно при прочих равных больше заработать, потому что есть еще транспортная составляющая, есть, конечно, некоторая политическая составляющая, но это мы углубляться не будем. Политическая составляющая здесь играет наименьшую роль. Вот сейчас я Александра поправлю. Газ, произведенный в США, можно поставлять куда угодно, только не в США. Кроме США, да. Единственная страна, куда его нельзя поставлять. Это не шутка, это закон Джонсона, принятый в 1920 году о каботажном плавании вокруг Соединенных Штатов. Каботажное плавание разрешено только судам, построенным в Соединенных Штатах, идущим под флагом Соединенных Штатов, при условии, что весь ваш экипаж состоит либо из граждан США, либо из лиц, имеющих вид на жительство постоянное. Соответственно, когда случился катаклизм в 19 году и замерзал там какой-то прибрежный город. Бостон замерзал. Вот в Бостон газ, который производили где-то возле Луизианы, поставлять было нельзя. И тогда мы с некоторым удивлением наблюдали, как с Ямал-СПГ танкер-газовоз повез СПГ в Соединенные Штаты. Чуть ли не первый вообще груз был. Притом, по-моему, Тоталь везла. Да. Что-то... Новости глобализации, что называется. Газ, произведенный на Ямале, компания Total везла в Бостон, потому что из самих США Бостон получить ничего не мог. Но это ладно. Я помню, что там была еще одна рекордная отметка. Пока этот танкер-газовоз маршировал через Атлантический океан, груз был продан 12 раз. То есть он стартовал с одной цены, а конечная там была какая-то совершенно фантастическая, но зато все были... Груз один, а ВВП растет. Ладно. Так вот, если будет слишком много газа в таких условиях производиться, когда этот газ выгодно везти, заводу плевать. Добычная компания больше денег не получит от того, что вы повезете ее газ. Она продает его на национальной бирже. Хенриха продала, забыла. Вы купили, все, этот газ ей уже не принадлежит, она его никуда не вывозит. Но тут может быть один момент, который добычным компаниям, наверное, понравится, а вот всем остальным не очень. Это момент, который мы уже наблюдали во второй половине 2021 года и до где-то второй половины 2022 года, а именно высокие цены на газ в Штатах. Из-за влияния энергетического мирового кризиса цены даже в Штатах стали расти. Добычным компаниям это было на руку, безусловно. Они впервые увидели деньги за очень много лет. За очень много лет. Там крупнейшие компании, местные крупнейшие компании успели даже разориться, то есть пройти процедуру банкротства. И вот, знаете как, с чистой этой самой историей, немножко подпорченной и подгаженной, но вот продолжать добычу. И тут они увидели деньги, пошли. Но им сказали, погодите, в смысле? Зарабатывать на простых американцах? Американской компании? Да как так можно? Но они все равно продолжали зарабатывать, пока ситуация позволяла. Годик люди
годик люди чувствовали себя просто нормальной газовой компанией, которая не только добывает, но и продает за вменяемые деньги. Но после этого все вернулось на круги свои. Если вы сейчас заглянете на то, что происходит на Henry Hub, внутри Соединенных Штатов вот эти цены для добычных компаний приблизительно такие же, как у нас в России. Но при попытке поставить в Европу мы получаем европейские цены, потому что европейский газовый рынок построен так, что все цены определяются на спотовых торгах внутри Европы. Соединенные Штаты здесь вообще ни при чем. Они везут товар, вот 2 недели марширует танкер-газовоз через океан, в это время идут торги, котировки падают, поднимаются, никуда не падают, никуда не поднимаются. Но Соединенные Штаты здесь точно ни при чем. Ну и последнее, значит, что я лично хотел бы сказать, это то, что возможно повторение вот этого роста цен, если слишком много газа будет вывозиться, ну вот зарубежный игрок какой-то захотел много газа, и нужно быстренько вести, у вас есть соответствующие мощности, и начинается мощный переток с американского рынка на зарубежные рынки. Что самое веселое, вот ваш покорный слуга об этом писал еще году в 2016, что при динамичном развитии, ну как нам обещали, СПГ производства в Соединенных Штатах Америки, ну, на внутренний рынок США начнут влиять внешние рынки. Что штатам явно не понравится, потому что у них значительная часть прироста экономического в последнее время обеспечивалась за счет внутренних дешевых энергоресурсов, которые били по производителям этих энергоресурсов, в смысле низкие цены били, но зато поддерживали электроэнергетику, поддерживали промышленных производителей, потому что снижали для них расходы. Химическую промышленность и так далее, и так далее. Это тем более актуально сейчас, когда начинается потихоньку переток европейского реального сектора экономики в Соединенные Штаты. То есть количество новых предприятий будет расти внутренний спрос. Если в это время начнется большой отток объемов газа с внутреннего рынка, закон сообщающихся сосудов, возникнет дефицит, полезут цены вверх. Так что мистеру Трампу после 20 января скучно Большой не будет. Привет. Ну, на сегодня, наверное, все. Ну, хотелось бы, конечно, поговорить про российские СПГ, но мы это отложим на следующую встречу. О нем либо хорошо, либо превосходно. Либо, вот правильно. А? Вот правильно. Вот это превосходная беседа обязательно будет, но в следующий раз. На сегодня будем заканчивать. Всего хорошего. Александр, спасибо, что заглянули. Всем спасибо за внимание.